Итак, всем привет! Сегодня я в продолжении моего предыдущего ролика показываю, как плавить пластик. В прошлый раз я плавил толстый пластик, то есть вот это вот у меня было, что получилось. Если интересно, посмотрите предыдущее видео. А в этом я покажу, как сделать камуфлированный. Это я плавил с толстых кусков, сантиметровых и больше. А это я уже плавил с канистр. Обычные канистры, с-под масла, с-под удобрений и так далее. Технические. И вот я сегодня вам покажу технологию, как сделать вот такой вот камуфляж. Где плавить? Плавить очень просто. Короче, покажу всю технологию полностью. От и до. Ну что, поехали. Начинаем мы с того, что вот такие вот канистры из-под масла, из-под удобрений, из-под антифриза и так далее, к чему у вас есть доступ, что вы можете найти. Это не пищевые канистры, обычные, короче, технические. Ну, нарезаем вот такие вот всякие разные полоски, разноцветные. То есть я собрал несколько канистр разных цветов, понарезал их, нарезал на циркулярке. Вместо диска, чтобы поменьше был расход железного, металлического, обычного пилы, поставил диск болгарочный на циркулярку и нарезал таких пластин. Сейчас вам покажу, что получилось далее. Так, вот что получилось после нарезки. И теперь я их промываю с моющим средством. Это делаю для того, чтобы... Так, короче, канистры сначала я прополоскал бензином, потому что они из-под масла и так далее. После нарезки я решил последовать совету одного из зрителей и помыть их моющим средством, эти лоскутки. Потому что у меня в прошлом видео, если смотрели, видели, наверное, что пригары черные были. И вот один из зрителей предположение выдвинул, что это органические остатки, то есть всякие жиры и так далее от рук, ну и короче ото всего. Органика подгорает. И вот я сейчас хочу отмыть хорошо, отквасить, несколько раз промыть в чистой воде, в проточной, и чтобы потом уже как можно минимум меньше, то есть касаться руками, в перчатках попробую закладывать. Ну, может и руками голыми, но главное, чтобы отмыть побольше эти куски. И отмываю я обычным миксером строительным, дрелью и миксером. Налил сюда воды, моющего средства и пошел. Короче, вот таким макаром я еще помою, еще несколько раз промою, потому что здесь есть и опилки и так далее. Когда нарезал куски, они падали на землю, и собирал я их не по одному, а просто кучей. Вот. Когда отмою, высушу, и вернемся мы уже, когда я начну закладывать в духовку. Вот что получилось после промывки. Более-менее он отмылся. Посмотрю, если будет результат, значит дальше можно стараться. Есть смысл стараться отмывать прям дочисто. Ну, более-менее отмыл. Так, чтобы вы имели представление. Ну, короче, здесь где-то больше пол-ведра 10-литрового вот этих вот обрезков. Потому что я не знаю, как вам пока. Вот так вот. Сколько его, этого пластика здесь. Ну, то уже, если будете делать, будете брать на свое усмотрение. Один раз попробовать несложно, представить, какой объем нужен. Я-то тоже это делаю все второй раз в жизни. Первый раз вам показал, и мне это занятие понравилось. И решил экспериментировать опять. И вот вечером, как раз до вечера пусть плавится, сейчас сохнет, а вечером начнем плавить. Сейчас времени 4 утра. Я встал специально пораньше из-за этого ролика, потому что все время занимает работа. Так, ну все, дальше, наверное, к духовке. Хватит жаловаться.
переходим к духовке. Как вы, наверное, уже догадались ранее, пластик я сегодня решил отлить разноцветный. И форму взял, обрезал, короче, ведро с подсолидола. Лишь бы оно у меня вставало в духовку. Сначала хотел форму сделать вот с этих фильтров. Это с трактора фильтры из Джон Дира. Но у них дно неровное, то есть они будут падать. И потом, когда цилиндры надумаю какие-нибудь выливать, потому что вот этот фильтр, особенно он длинный, можно в него будет плавить, хорошую заготовку делать. Но это в будущем. А сейчас заряжаю первую закладку. Вот я наложил полную ее. И теперь ставлю в духовку. Первая закладка. Будем смотреть, что получится. Так, ну и теперь вторая закладка будет. Я вам покажу, что тут, как наплавится. Итак, при температуре 320 градусов с духовки пошел дым. Я так догадываюсь, да правильно я догадываюсь. Короче, тонкий пластик ведет себя совсем не так, как толстый. Он начинает гореть. Поэтому температуру я убрал примерно где-то 230 поставил. Сейчас, вот она, вторая закладка пошла. Вот, берем и кладем. Трамбуем. Я так подозреваю, что плавя тонкий пластик, нужен будет все-таки пресс. То есть сделать пресс, которым все это дело утрамбовывать. Потому что пластик плавится, а садится он что-то плохо. Ну, посмотрим, что получится. Попробую сейчас, конечно, подольше придется жарить его, но куда деваться. Итак, заложил, заклал. О, можно и рукой сажать. Так, ну вот, закладка. Итак, 230 градусов. Теперь минут через 10-15 посмотрю, что будет там, что покажет. Ну и вам покажу. Итак, 230 градусов. Уже слегка поджарились края, уже получше. Сейчас закладываю и поставил я теперь на 200. Как мне и советовал один из зрителей прошлого ролика. Он мне сказал, я делаю на 200 градусов. Будем проверять. Дольше будем жарить, но ничего. Наши женщины пироги пекут намного дольше, чем я собрался расплавить пластик. Просто я слишком быстро хочу все это сделать. Так. Вот тут уже чуть-чуть остается, и пластик у меня закончится. Нормально. Короче, по идее, скоро финал. Ставим. Так. Дверца у меня полностью съемная. Так, ну ладно, я, короче, все, выключаю камеру пока. Уже, по идее, я вам покажу полностью финал. А может, нет. Посмотрим. Итак, пока я отвечал на ваши комментарии на прошлое видео, пришел, я тут уже подгорело у меня все. То есть, получается, вот эта же черная пленка, это не какая-то мне органика плавится, это просто подгорает пластик. Ну ничего, я его сейчас не мешал, он расплавился полностью. И теперь я хочу, уже спонтанно пришла идея в голову, вот недавно только что, мне можно сказать. Возможно, там есть пузыри, и я сделаю такой импровизированный пресс. То есть я поставлю вот эту вот крышку, вот эту вот крышку я поставлю, а потом на нее грузику. И оставлю все это дело до утра. А утром, если проснусь пораньше, и до работы я вам покажу, что получилось. И если все нормально получится, попробуем точить. Вот. Так, и, наверное, теперь... Я только опасаюсь, как бы у меня этот пресс за ночь не утонул в пластике. Вдруг его по бокам выдавит, и он утонет. Тогда получится какашка и обломчик. Ну ничего, посмотрим, что получится, короче. А с вами я прощаюсь до утра. Правда, для вас это пройдет всего лишь секунда. Ну вот, прошла ночь, время 5 утра, и мы снимаем наш пресс. Смотрим, что здесь получилось. Ух ты.
Так, ну пресс сработал. Немного выдавило. И скорее всего я, наверное, сейчас буду резать ее. Банку эту. Скорее всего я ее порежу. Главное, чтобы получилось все, чтобы не зря дело было это делано. Так, теперь будем отсюда. Так, короче, я достану сейчас ее. Покажу. Вот что получилось у меня теперь. Пока что поверху она вся черная, но я думаю, это только верх, потому что пригорела от формы. Ну, нигде не прилипши. То есть от формы отстала нормально. Также крышка, которая была прессом, тоже никаких прилипаний, ничего. Вынимается отлично. И уже было вот не как в прошлом видео, что усадка была. То есть под прессом усадки почти не было. Был он плотно по форме остался. Вот такой вот кусок. Это где-то с 4 канистр получилось у меня 10-литровых. Примерно. Одна была 5-литровая под автомобильного масла. И 4 было 10-литровых. Пока не красиво ничего, тут все черное. Но я не думаю, что внутри будет то же самое. То есть верх обработаем. Пластик не хрупкий. Смотрите, он тянется. Вот одной рукой я его отломать не могу даже. Короче, должно быть все нормально. Все, теперь я его засверлю опять, как раньше. Поставлю на шпильку. И в станок попробуем обработать. По-моему, я зря переживал. Боюсь сглазить, конечно, но смотрите, какая стружка внутри. Чистая. Чистая, обалденная стружка. Ну-ка, на свет, если посмотреть внутрь, где тут отверстие. Вот такие разводики пока видно. Дальше посмотрим. Опа! Дальше посмотрим, что будет. Ну, более-менее монолит. Вот там в середине видно какой-то косячок. Ну, ничего, это всего лишь второй опыт. Если меня дальше это так увлечет, наберусь помаленьку опыта, почитаю информации по разным пластикам, их свойства, температуры плавления. Ну и надо научить себя не торопиться. То есть я сильно жарю его. Надо помедленнее. Короче, дела такие надо делать в выходной, а не когда торопишься. Все, теперь на станок. Ну что, посмотрим, что находится внутри этой безобразной массы. Как говорят скульпторы, отсечем все лишнее. Поехали.
похоже вроде. Сейчас посмотрим. Чуть-чуть надо резец мне подальше вылет сделать. А то не хватает. Так попробовать. Вот так попробую сейчас. И так. И так сплавлено не сильно. Но все равно какой-то камуфляж получается. В чем причина? Может, кто подскажет, почему куски не все сплавились полностью. Дольше держать нужно, может быть. То есть которые прям солидно, обалденно получились, а есть... Я сейчас попробую оборотов больше дать. Может быть, это из-за оборотов такая штука получается. Обороты сделали еще хуже. Так, нужно резец менять. Я так думаю. Возможно, нужно поменять резец. Где он у меня? С пластинкой. Ну-ка, сейчас сделаем так. Возможно, он будет по-другому работать. Или быстро я гоню, потому что, гляньте, что получается. Это резец задирает, сплавлено более-менее нормально, а резец делает такую штуку. Ну, как я уже всегда повторяю в роликах, токарь из меня пока еще никуда. Вот вам уже и другое дело. Уже гладко. Сейчас попробуем здесь по торцу. И здесь еще подработать можно. Совсем другой результат.
И пузырей не видно. Все-таки помог пресс. Ну посмотрим по торцу еще что будет. Получается камуфляж. Прикольно. Еще надо сделать какой-нибудь миксер, чтобы плавленый пластик скручивать. Тогда получится тоже, наверное, эффект красивый. Отлично, короче. Это мне уже нравится. Единственное, пресс нужно будет не крышку, как я делал, потому что видите, что она вдавила. Сколько места. Сейчас мне придется вот это все срезать, пока я дойду полностью до плоскости. Станет узкая заготовка. Надо было лучше деревянную или какую железную вырезать отдельно, чтобы полностью давило. Сэкономил бы пластика. Ну ничего, это пойдет в переработку. Никуда она не денется. Получается нормально, еще только не доточил. Видно вам же, да? Видно, отлично видно. Посмотрите, что выходит. То есть можно играться с разными цветами. И получится неплохая заготовочка на какую-нибудь интересную поделку. Но такие, скорее всего, пойдут больше для декора. Для дома куда-нибудь, для мебели, может быть. Те же ручки на двери и так далее. Так, ну стачиваем дальше. Посмотрим же, что будет по плоскости полностью.
серый пластик пошел, канистра. Нормально, отлично. Сейчас можно еще попробовать оборотов больше дать. Может, глаже будет. Просто побаловаться. Короче, результаты вы видите. Второй опыт тоже удачный, отличный опыт. Вот он, первый опыт, который был в прошлом ролике. А вот он второй эксперимент. Нормально, мне нравится. Можно с этого поточить уже прикольные финтифлюшки. Так, ладно, оборотов побольше. Попробуем. Что-то... А, нет, показалось, как будто больше оборотов, хуже пошло. Нет, не хуже, нормально все. Все отлично. Только надо, вот я уже думаю, сейчас смотрю, у меня вкрапление здесь красного немного, здесь желтого немного. Надо более-менее по количеству брать одинаково цветов. У меня в основном был серый, зеленый, синий, белый. Вот он где проступает. А красного и желтого у меня канистры не было, и я только пробки покрошил. Мелко покрошил пробки, и поэтому они очень слабо проступили кое-где, и все. Поэтому, если будете делать, примерно представляете, какой вам нужен цвет, какая расцветка. Может, как вам нужно будет красного побольше, или желтого там побольше, зеленого. Короче, все на ваше усмотрение. Смотрите, как он сплавился. Отлично сплавился. Скорее всего, это дал пресс. Все-таки этот эффект. Все, теперь буду знать, что пластик остывать должен с прессом. Нормально. Вот. Ну, на вот такой вот оптимистической ноте заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кому интересно, посмотрите мое предыдущее видео. Так, ну что еще сказать. Постараюсь дальше вас радовать такими роликами, кому это интересно. Все, удачи!